Привет, дорогие товарищи и друзья! Это Ярослава, а это мой паспорт гражданина Российской Федерации. И сегодня мы с вами будем использовать этот паспорт. Мы сейчас с вами идем оставлять подпись за будущего кандидата в президенты Российской Федерации, за Бориса Надеждина. И сегодня мы будем делать не только это. Я вам расскажу, как устроен процесс выборов в России, как вообще происходит эта процедура. И еще, конечно, мы с вами прочитаем новость и обсудим новость про этого Бориса Надеждина, чтобы вы узнали побольше об этом человеке. А потом, может быть, я вам покажу свой паспорт. Кстати, вот так выглядит внутренняя страница. Да, такие дела. Ну что, давайте начнем наш великолепный день. Еще недавно мы шутили, что скоро в России будут выборы, и что никто не знает, кто кандидаты, но все знают, кто победитель. И, наконец, у нас появляется первая информация о кандидатах, кто будет кандидатом. Как обычно, мы с вами прочитаем статью, но этот эпизод будет не совсем привычный, этот эпизод будет не совсем традиционный. Я думаю, что я не буду много внимания уделять грамматике. Конечно, я расскажу, что в этой статье есть интересного с точки зрения языка, но прежде всего я буду рассказывать про свой опыт, как мы собирали подписи за этого кандидата здесь, в Буэнос-Айресе, буквально несколько дней назад. И когда мы будем читать эту статью, то я буду немного больше рассказывать про контекст, чтобы вы могли вообще понять, что происходит. Я покажу, как выглядят эти бланки, покажу очереди, которые были у нас. И, давайте начнем, давайте попробуем. Оригинал статьи, как обычно, в описании. Там же в описании есть бесплатный PDF-файл с практикой и словариком, который можно скачать, чтобы попрактиковать свой русский язык. И еще там где-то рядом есть кнопка «Нравится», есть кнопка «Подписаться», и будет очень здорово, если вы на них нажмете. А мы начнем. Итак, сначала, чтобы все-таки у нас была какая-то традиция, я прочту этот текст полностью. Он не маленький, скажем сразу. А потом мы уже будем с вами разговаривать. И если у вас будут какие-то вопросы о процессе выборов в России и так далее, то пишите в комментариях, постараюсь ответить. Давайте начнем. Сначала читаю полностью. Борис Надеждин набрал 100 тысяч подписей за свое выдвижение в президенты России. Рассказываем, кто его поддержал и как проходит сбор. Борис Надеждин, бывший депутат Госдумы и единственный антивоенный кандидат, которого ЦИК России допустил до сбора подписей, необходимых для выдвижения в президенты России. Выборы назначены на 15-17 марта 2024 года, а собрать подписи участники кампании должны до конца января. Если бы Надеждин шел на выборы как самовыдвиженец, то ему нужно было бы собрать 300 тысяч подписей. Эту задачу он называл почти нереалистичной, из-за чего ввел переговоры с несколькими партиями и смог утвердить свою кандидатуру от непарламентской партии «Гражданская инициатива». О его выдвижении объявили 23 декабря 2023 года. В отличие от Екатерины Дунцовой, ржевской журналистки, которая в декабре получила от ЦИКа отказ в регистрации на выборы, Надеждину разрешили начать сбор подписей. 23 января он объявил, что необходимые 100 тысяч подписей собраны, но сбор продолжается. О желании баллотироваться в президенты России Надеждин говорил так. «Влезаю в это дело по одной всего причине. Я считаю, что наша страна уверенно идет к катастрофе, туда нас ведет президент». При этом наблюдатели заявляли, Надеждин – согласованный Кремлем кандидат, выдвинутый для придания убедительности очередной кампании по переизбранию Владимира Путина. Основывались эти заявления в том числе на том, что Надеждин, в прошлом член СПС, участвовал в праймерис «Единой России», выдвигался на выборах от «Справедливой России» и был частым гостем на федеральных каналах. Безопасное политическое действие. Очереди из желающих подписаться.
Надеждин сообщал о том, что для регистрации своей кандидатуры на выборах ему нужно собрать минимум 100 тысяч подписей избирателей, которые ЦИК получит 31 января, а о самой регистрации кандидатов объявит не позднее 10 февраля. При этом от каждого субъекта федерации должно быть подано не более 2500 подписей. Объявив о том, что этот порог достигнут 23 января, Надеждин сообщил, что сбор продолжается. Мы уже собрали 101 тысячу подписей. Эти подписи не идеальные. В ЦИК нужно будет подать 105 тысяч идеальных подписей, таких, к которым нельзя придраться. Именно поэтому нам необходимо собрать как можно больше неидеальных подписей. Сейчас на сайт будет выставлена цель в 150 тысяч, сказано в обращении. После того, как Бориса Надеждина допустили до сбора подписей, многие оппозиционные деятели и лидеры мнений, в том числе уехавшие из России, приняли решение так или иначе поддержать его. Хотя бы потому, что, оставив подпись за выдвижение этого кандидата, россияне могут легально выразить свою антивоенную позицию. После этого в пунктах голосования за Надеждина начали выстраиваться длинные очереди. Больше всего людей приходит в Москве и Санкт-Петербурге, и штаб Надеждина призывает людей, прописанных в других регионах, также приходить со своей подписью. В Якутии люди ожидали своей очереди на 45-градусном морозе. Мы объясняем это тем, что люди хотят поучаствовать в безопасном для них политическом действии. Эти очереди на несколько часов – явный показатель сформировавшегося политического запроса в обществе, говорит об очередях глава федерального штаба Надеждина Дмитрий Кисеев. За границей тоже открылись штабы Надеждина, в которые выстроились очереди из россиян. Оставить свою подпись можно в Париже, Тбилиси, Берлине, Барселоне, Ереване, Праге, Белграде и других городах за пределами России. Как будет осуществляться доставка таких подписей в ЦИК, неизвестно. Сам Надеждин признавался, что не ожидал такой поддержки, в том числе за пределами России. Ну что, мне есть сказать практически по каждому предложению. У меня есть комментарии, и мы с вами сейчас и начнем. Кто этот человек? Откуда он взялся? Почему? Кто эти люди, которые приходили оставлять за него свою подпись? И так далее. Ну что, дорогие товарищи, давайте погрузимся в российскую политику. Итак, во-первых, это Борис Надеждин, это бывший депутат Госдумы. Госдума, во-первых, это одна из частей российского парламента. У нас есть Федеральное собрание, это, по сути, парламент, Совет Федерации и Государственная Дума. В Государственной Думе депутаты. И бывший, возможно, вы слышали это слово немного в другом контексте. Во-первых, бывший – это причастие прошедшего времени, от слова «быть». То есть это тот, кто был. И контекст, в котором вы могли слышать это слово, это про отношения. Например, бывший муж или бывшая жена, бывший молодой человек, бывшая девушка. То есть это тот, который был кем-то. Например, бывшая актриса или бывший участник какого-то шоу и так далее. Он здесь бывший депутат Госдумы и единственный антивоенный кандидат. У вас может возникнуть вопрос, и у многих людей возникает такой вопрос. Как вообще возможно, что какого-то человека, который против войны, открыто против войны, допустили, которому разрешили участвовать в выборах. Точнее, он еще не участвует в выборах, он на той стадии, когда ему нужно собрать подписи, чтобы участвовать в выборах. И многие люди поэтому думают, что это просто, такой марионеточный кандидат. И для этого у нас есть такое интересное слово «мурзилка». Мурзилка вообще – это детский журнал. Но сейчас это слово «мурзилка» используют как название каких-то оппозиционных политиков, журналистов, активистов, которые втайне, секретно работают на власть. Вот, их называют мурзилками. Скажу сразу, я не думаю, что Борис Надеждин мурзилка, я думаю, что Борис Надеждин на самом деле независимый кандидат, и у него на самом деле антивоенное настроение. Я хочу в это верить. Единственный антивоенный кандидат, которого ЦИК, Центральная избирательная комиссия России, допустил до сбора подписей, необходимых для выдвижения. Мы встретим это слово несколько раз. Вот у нас есть выдвижение,
самовыдвижение, а еще где-то было выдвигаться. То есть двигаться — это движение, то есть активное действие. А вот выдвижение — это желание и стремление кандидата, там, например, в президенты, когда он выдвигается. Это выдвижение. А самовыдвиженец, который идет самостоятельно, который идет не от какой-то партии. Выдвижение, самовыдвижение и выдвигаться. У нас будет это слово, однокоренные слова, несколько раз. Выборы назначены на 15-17 марта 2024 года. Вообще тут интересная ситуация, потому что вы видите, что сейчас выборы идут 3 дня, голосование идет 3 дня, а раньше голосование длилось только 1 день, только в воскресенье. Но это изменилось во время коронавируса, во время пандемии. Во время пандемии было голосование за поправки в Конституцию. Наверное, вы знаете, что раньше можно было быть президентом в России только 2 срока, но после изменения Конституции эти сроки обнулились. Так вот, потому что была пандемия, и чтобы не было толп народа, это слово «толпы» тоже у нас будет в этой статье, чтобы не было толп народа, чтобы не было много народа, решили сделать 3 дня голосования вместо 1. Потом в правительстве подумали, что, знаете, а это так удобно. Поэтому сейчас выборы у нас идут 3 дня вместо 1. Есть электронное голосование, то есть через госуслуги можно пойти не физически ногами, а можно проголосовать через специальный сайт. Все это сделано, конечно же, чтобы больше людей могло проголосовать. А точно не для того, чтобы кому-то было легче фальсифицировать выборы. Ну ладно, выборы назначены на эти 3 даты, а собрать подписи участники кампании должны до конца января. Итак, что это за подписи? Что вообще собирают кандидаты? Что вообще собирают эти люди? Подпись — это вообще ваш автограф, ваша уникальная подпись. И если вы хотите выдвинуть свою кандидатуру, вы должны собрать определенное количество подписей. Если кандидат идет от какой-то партии, то есть уже существует партия, и они говорят, что это наш кандидат от нашей партии, то ему нужно собрать только 100 тысяч. Если человек самовыдвиженец, то есть он выдвигается самостоятельно, сам, один, у него нет партии, тогда ему нужно собрать 300 тысяч подписей. Например, Путину нужно собрать 300 тысяч подписей, потому что он идет не от партии, он идет самостоятельно. Так вот, если бы Надеждин шел на выборы как самовыдвиженец, ему нужно было бы собрать 300 тысяч подписей. Эту задачу он называл почти нереалистичной, из-за чего вел переговоры с несколькими партиями и смог утвердить свою кандидатуру от непарламентской партии «Гражданская инициатива». Смотрите, здесь у нас есть один глагол движения. Шел, конечно, но я думаю, что шел на выборы здесь понятно. А вот другой глагол движения — вел. В интересном контексте. Во-первых, это вести, водить. Что вообще обозначает этот глагол? Что вообще обозначает этот глагол движения? Вести кого-то значит помогать кому-то идти. Значит, кого-то сопровождать, то есть кто-то идет, и вы идете вместе с тем человеком, но как главный. То есть вы инициатор. И вести переговоры значит, что вы начинаете с кем-то переговоры, и вы инициатор этого разговора. Значит, он разговаривал, вел переговоры с несколькими партиями. И, конечно, переговоры — это не просто разговор. Переговор — это разговор с целью договориться о чем-то. Например, есть мирные переговоры, могут быть переговоры с террористами, могут быть переговоры о зарплате, хотя, конечно, это звучит немного официально. Итак, он вел переговоры и смог утвердить. Помните, мы говорили подтвердить, то есть сказать, что да, было так, это правда. Например, подтвердить чьи-то слова. А утвердить — это значит официально договориться и официально написать, официально подтвердить, утвердить свою кандидатуру от непарламентской партии. Хорошо. О его выдвижении, помните, для выдвижения, самовыдвиженец, о его выдвижении объявили 23 декабря, а я записываю это видео 26 января. В отличие от Екатерины Дунцовой,
Это еще один человек, который хотел стать кандидатом в президенты. Она журналистка ржевская, то есть из города Ржева. И в декабре получила от ЦИКа отказ в регистрации на выборы. В ЦИКе, в Центральной избирательной комиссии, ей запретили выдвигаться. По-моему, в ЦИКе ей сказали, что ей нужно более ответственно подойти к сбору подписей или платформе. В общем, ей сказали приходить в следующий раз. Надеждину разрешили начать сбор подписей. Дунцовой отказали, а Надеждину разрешили. И 23 января он объявил, что необходимые 100 тысяч подписей собраны. То есть их уже собрали, то есть эти подписи уже есть. Сначала подписи собирали активисты, волонтеры, и сейчас их собрали, но сбор продолжается. То есть эти слова «собрать», «собраны» и «сбор» однокоренные. А сейчас я, наверное, немного расскажу, как вообще начался сбор подписей в Буэнос-Айресе. Сбор подписей в Буэнос-Айресе был 22 и 23 января, то есть на этой неделе, в понедельник и во вторник. 21 января был антиправительственный митинг, потому что в России нельзя митинги проводить, а в Буэнос-Айресе можно, поэтому здесь был митинг, и я тоже там была. И один мой знакомый спросил, а вообще будет сбор подписей за Надеждину в Буэнос-Айресе или нет? Кто-нибудь занимается сбором или нет? Никто не занимался. Тогда он решил организовать это сам. И как-то очень быстро, буквально за несколько часов, смогли найти помещение, смогли найти место, где будет сбор, и просто отправили по чатам объявление, что вы можете приходить с российским внутренним паспортом. И все, в понедельник мы собрались в этом месте, распечатали бланки специальные. Вот так выглядят бланки, я вам даже покажу. Вот так выглядят бланки, которые нужно было заполнять. И все, и в течение целого дня, и целый день мы были там, по-моему, с часу или с 12 до 8 вечера. И практически все время было много людей. Да, вот так выглядит такой бланк. Это подписной лист. Эти подписные листы были на каждый регион свои. Например, здесь Алтайский край. Что указывали люди? Свою фамилию, имя, отчество, год рождения, адрес места жительства. В паспорте у нас, во внутреннем паспорте у россиян есть прописка, а я сейчас даже покажу вам, как это выглядит. Так, это мой паспорт. Сейчас я вам буду показывать, что внутри. Unpacking. Я закрою свой адрес и номер паспорта. На всякий случай. Я думаю, вам не интересна эта информация. Итак, что у нас здесь есть? Место рождения. Угу. Вот у меня написано зарегистрирован 18 сентября 1992 года. И там написан мой адрес моей регистрации. Эта информация идет сюда. Адрес места жительства. Потом серия и номер паспорта, это очевидно. Дата внесения подписи, то есть дата, это было 22 января, и подпись. Это вот моя подпись. Она выглядит примерно так. Давайте продолжим читать статью. Я чуть позже расскажу вообще, как все прошло и чем все закончилось. О желании баллотироваться в президенты России Надеждин говорил так. «Влезаю в это дело по одной всего причине. Я считаю, что наша страна уверенно идет к катастрофе. Нас туда ведет президент». Смотрите, опять этот глагол движения. Вести переговоры и ведет президент. Идти с кем-то, быть главным, помогать кому-то идти. При этом наблюдатели, то есть люди, которые наблюдают, смотрят со стороны, заявляли, то есть они говорили, Надеждин – согласованный Кремлем кандидат, выдвинутый для придания убедительности очередной кампании по переизбранию Владимира Путина. Они считают, что Кремль согласовал, то есть им предложили, а Кремль согласился. Он сказал, хорошо, мы согласны согласовать, то есть мы согласны. Выдвинутый, то есть который выдвинулся, которого выдвинули,
у нас уже было вот это слово «выдвижение», «самовыдвиженец», которого выдвинули для придания убедительности, то есть правдоподобности, чтобы было очень реалистично, чтобы в это можно было поверить, чтобы это было похоже на правду. Ну, например, какие-то актеры играют очень убедительно. Ты им веришь, потому что это убедительно. А какие-то актеры играют очень неубедительно, и ты им не веришь. Наблюдатели заявляли, кто-то заявлял, что этот кандидат делает эти выборы более убедительными. Очередной кампании. Слово «очереди», если вы его знаете, то это родственное слово. Очередь – это линия людей. Люди, которые стоят один за другим. Ну, например, очередь в магазине. И значит, один за другим, один за другим. И вот очередная кампания, что этих кампаний несколько. Сначала одна кампания, потом вторая, потом третья. Очередная кампания, значит, следующая в этой очереди. То есть они говорят, что Надеждин придает убедительности следующей кампании по переизбранию Владимира Путина, потому что Владимира Путина уже переизбирали несколько раз. Основывались эти заявления в том числе на том, то есть основа этих заявлений, на чем стоят эти заявления, то есть факты, которые используют, в том числе на том, что Надеждин, в прошлом член СПС, это Союз правых сил, это партия, зарегистрированная партия, участвовал в праймерис Единой России, выдвигался на выборах от Справедливой России, еще одна партия, и был частым гостем на федеральных каналах. Мы видим, что этот человек, Надеждин, полностью в системе. Но почему многие люди оставляют за него свои подписи? Давайте посмотрим. Ну, потому что это безопасное политическое действие. Очереди из желающих подписаться. Опять слово «очереди». Один за другим, один за другим. Надеждин сообщал о том, что для регистрации своей кандидатуры на выборах ему нужно собрать 100 тысяч подписей избирателей, которые ЦИК, Центральная избирательная комиссия, получит 31 января. А о самой регистрации кандидатов объявит не менее 10 февраля. То есть ЦИК получает подписи 31 января, потом у нее, у комиссии, есть сколько? 10 дней, чтобы проверить все эти подписи и зарегистрировать или не зарегистрировать кандидата. При этом от каждого субъекта федерации должно быть подано не более 2500 подписей. В Конституции сейчас написано, что в России 89 субъектов, и из каждого субъекта должно быть не более 2500 подписей. Это, например, Москва, в которой 15 миллионов человек, или Чукотка, где, не знаю, около 50 тысяч человек, и от каждого субъекта не более 2500. В штабе Надеждина сказали, что порог достигнут 23 января, то есть они уже собрали нужное количество подписей 23 января. Почему же они продолжают? Итак, они собрали 101 тысячу, эти подписи не идеальные. Что значит не идеальные? Давайте посмотрим еще раз на эту... Давайте еще раз посмотрим на этот бланк, на этот лист. Какие инструкции? Во-первых, фамилия, имя, отчество. Должно быть написано максимально разборчиво, понятно. И если они принесут в ЦИК подпись, где нельзя будет понять имя, фамилию и отчество, вообще что написано, то эту подпись не засчитают. Что даже если там есть какая-то дополнительная черточка, или если они не смогут прочитать какую-то букву, то они смогут сказать, что они не засчитывают эту подпись. Потом, адрес места жительства. Там есть свои требования. Например, нельзя было сокращать название улиц или городов и так далее. Например, если у вас улица, например, улица Льва Толстого, то нельзя было писать Л. Толстого, ул Л. Толстого. Нужно было написать полностью ул Льва Толстого или улица Льва Толстого. Или, например, если мы говорим про подпись, то нельзя было, чтобы подпись была где-то вне этих черточек, вне этих границ. Нужно, чтобы подпись строго была внутри. Конечно, мы понимаем, что в ЦИКе, в Центральной избирательной комиссии, могут найти много-много разных других
недостатков, дефектов, чтобы не засчитать подпись. Поэтому он и говорит, что эти подписи не идеальные, а им нужно подать 105 тысяч идеальных подписей, таких, к которым нельзя придраться. Придраться — это очень интересное слово и обозначает критиковать кого-то за самые-самые мелкие недостатки, дефекты. Возможно, когда вы были в школе, вы помните такого преподавателя, может быть, у вас был такой учитель, который к вам очень-очень придирался. Например, вы написали что-то не очень аккуратно, и они сразу вам ставят меньший балл, меньшую оценку. Или даже если на экзамене вы все рассказали правильно, но вам сделали минус балл, то есть вас раскритиковали за какую-то очень маленький нюанс. Вот, это называется придраться. Или, например, родители могут придираться к детям. Например, маленький ребенок прибрался дома, постарался, чтобы все было красиво, чтобы все было чисто, приходят родители и начинают: вот ты что-то не доделал, а можно было пол помыть получше, или нужно было что-то поставить в другом порядке. Короче, это уже мои травмы. В общем, это придираться. Им нужно найти такие идеальные подписи, у которых просто вообще нет никаких недостатков, которым нельзя придраться. И поэтому нам необходимо собрать как можно больше неидеальных подписей, и у них будет цель 150 тысяч подписей. Кстати, нужно посмотреть, сколько сейчас, Борис Надеждин. Написано, что он уже собрал больше 158 тысяч. Так что, молодцы. После того, как Бориса Надеждина допустили до сбора подписей, многие оппозиционные деятели и лидеры мнений, в том числе уехавшие из России, то есть те, кто уехал из России, приняли решение так или иначе поддержать его. Хотя бы потому, что, оставив подпись за выдвижение этого кандидата, россияне могут легально выразить свою антивоенную позицию. То есть я думаю, что вы знаете, что сейчас, если у тебя антивоенная позиция, то это не очень безопасно. А так человек может полностью легально, законно показать, что он поддерживает такого антивоенного кандидата. Из интересного, что его фамилия, кстати, Надеждин, Борис Надеждин. И Надежда — это, по-английски hope, такая ирония. После этого в пунктах голосования за Надеждина начали выстраиваться, то есть появились длинные очереди. 1, 2, 3, 4. Больше всего людей приходит в Москве, в Санкт-Петербурге, и штаб Надеждина призывает людей прописанных, то есть у кого прописка, что я показывала в паспорте, вот это называется прописка, прописанных в других регионах, также приходить со своей подписью. В Якутии, например, люди ожидали своей очереди на 45-градусном морозе. Мы объясняем это тем, что люди хотят поучаствовать в безопасном для них политическом действии. Эти очереди на несколько часов – явный показатель сформировавшегося политического запроса в обществе. То есть у людей есть запрос, люди этого хотят. Говорит об очередях глава федерального штаба Надеждина Дмитрий Кисеев. Что могу сказать о Буэнос-Айресе? Вообще в Буэнос-Айресе очень много людей, кто приехал из России. И когда решили организовать сбор подписей здесь, то объявили о сборе подписей в 10 часов вечера. И буквально через 12 часов, то есть на следующий день, в 10 часов вечера только рассказали людям, что будет сбор, дали адрес, сказали, куда идти. И через 12-14 часов, когда штаб открылся здесь, в Буэнос-Айресе, то сразу начали приходить люди. И у нас действительно были очереди. К концу дня, к 8 часам, мой язык так заплетался, я уже не могла говорить, потому что я объясняла, как заполнять эти бланки, я выдавала эти бланки, я объясняла, что нужно делать, как правильно заполнять, что правильно писать в этих бланках, как нужно это делать. И под конец вечера я очень сильно устала. Привет! Я иду сейчас со сбора подписей, мы закончили собирать подписи. И всего мы собрали больше 300 подписей. Не знаю, увидим, посмотрим, сколько из них примут, сколько из них засчитают. Но мы очень хорошо поработали. И было особенно приятно, потому что я думала, что
будет гораздо расслабленнее, но практически все время была куча народу. Иногда было 1-2 человека, но практически все время было прямо много людей, и они приходили. И ура! Мы это сделали. Я обязательно напишу, сколько подписей у нас приняли. Поэтому, наверное, напишу в телеграм-канале. Поэтому до встречи там. И на второй день я уже не ходила, но там было, по-моему, 80-90 подписей. Но штаб работал не целый день, штаб работал всего сколько? Несколько часов. А здесь я оставлю фотографии очередей, которые у нас были. За границей тоже открылись штабы Надеждина, в которые выстроились очереди из россиян. Оставить свою подпись можно в Париже, Тбилиси, Берлине, Барселоне, Ереване, Праге, Белграде и других городах за пределами России. Как будет осуществляться доставка таких подписей в ЦИК, неизвестно. То есть, как будут привозить эти подписи в ЦИК, неизвестно. Но я могу сказать, как делали мы. Мы искали курьера, мы искали человека, который полетит из Буэнос-Айреса в Москву и сможет отвезти эти листы в штаб. Мы делали так. Сам Надеждин признавался. Признаваться значит открыто о чем-то говорить. Можно признаваться в любви, то есть открыто говорить о своих чувствах, эмоциях, или открыто говорить о чем-то, что ты думал не так. Например, здесь он говорил, что не ожидал такой поддержки. То есть он честно сказал, что он не думал, что его будут так поддерживать, в том числе за пределами России. Если вы дослушали до этого момента, то поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь, пожалуйста, на этот канал. Мне будет очень приятно. И не забудьте скачать бесплатный PDF-файл с практикой и словариком. Да, такие дела. Как вы думаете, прочитаем еще раз? Или не нужно? Давайте прочтем. Ладно, уже сидим, мы уже здесь. Итак, Борис Надеждин набрал 100 тысяч подписей за свое выдвижение в президенты России. Рассказываем, кто его поддержал и как проходит сбор. Борис Надеждин – бывший депутат Госдумы и единственный антивоенный кандидат, которого ЦИК России допустил до сбора подписей, необходимых для выдвижения в президенты России. Выборы назначены на 15 и 17 марта 2024 года, а собрать подписи участники кампании должны до конца января. Если бы Надеждин шел на выборы как самовыдвиженец, то ему нужно было бы собрать 300 тысяч подписей. Эту задачу он называл почти нереалистичной, из-за чего вел переговоры с несколькими партиями и смог утвердить свою кандидатуру от непарламентской партии «Гражданская инициатива». О его выдвижении объявили 23 декабря 2023 года. В отличие от Екатерины Дунцовой, ржевской журналистки, которая в декабре получила от ЦИКа отказ в регистрации на выборы, Надеждину разрешили начать сбор подписей. 23 января он объявил, что необходимые 100 тысяч подписей собраны, но сбор продолжается. О желании баллотироваться в президенты России Надеждин говорил так. «Влезаю в это дело всего по одной причине. Я считаю, что наша страна уверенно идет к катастрофе. Нас туда ведет президент». При этом наблюдатели заявляли, Надеждин – согласованный Кремлем кандидат, выдвинутый для придания убедительности очередной кампании по переизбранию Владимира Путина. Основывались эти заявления в том числе на том, что Надеждин, в прошлом член СПС, участвовал в праймере с «Единой России», выдвигался на выборах от «Справедливой России» и был частым гостем на федеральных каналах. Надеждин сообщал о том, что для регистрации своей кандидатуры на выборах ему нужно собрать минимум 100 тысяч подписей избирателей, которые ЦИК получит 31 января. А о самой регистрации кандидатов объявит не позднее 10 февраля. При этом от каждого субъекта федерации должно быть подано не более 2500 подписей. Объявив об этом, что этот порог достигнут 23 января, Надеждин сообщил, что сбор продолжается. Мы уже собрали 101 тысячу подписей. Эти подписи не идеальные. В ЦИК нужно будет подать 105 тысяч идеальных подписей, таких, к которым нельзя придраться. Именно поэтому нам необходимо собрать как можно больше неидеальных подписей.
Сейчас на сайт будет выставлена цель в 150 тысяч подписей, сказано в обращении. После того, как Бориса Надеждина допустили до сбора подписей, многие оппозиционные деятели и лидеры мнений, в том числе уехавшие из России, приняли решение так или иначе поддержать его. Хотя бы потому, что, оставив подпись за выдвижение этого кандидата, россияне могут легально выразить свою антивоенную позицию. После этого в пунктах голосования за Надеждина начали выстраиваться длинные очереди. Больше всего людей приходит в Москве и Санкт-Петербурге, и штаб Надеждина призывает людей, прописанных в других регионах, также приходить со своей подписью. В Якутии люди ожидали своей очереди на 45-градусном морозе. Мы объясняем это тем, что люди хотят поучаствовать в безопасном для них политическом действии. Эти очереди на несколько часов – явный показатель сформировавшегося политического запроса в обществе, то есть запроса, который сформировался, говорит об очередях глава Федерального штаба Надеждин Дмитрий Кисеев. За границей тоже открылись штабы Надеждина, в которые выстроились очереди из россиян. Оставить свою подпись можно в Париже, Тбилиси, Берлине, Барселоне, Ереване, Праге, Белграде и других городах за пределами России. Как будет осуществляться доставка таких подписей в ЦИК, неизвестно. Сам Надеждин признавался, что не ожидал такой поддержки, в том числе за пределами России. Ну что, как обычно, видео на 2 часа. Ну ладно, не на 2 часа, минут на 40. Но я надеюсь, вам было интересно. Если у вас будут какие-то вопросы, то пишите. Все, всем спасибо, всем до встречи. Надеюсь, до скорой встречи и до свидания.